Всем привет! Все ближе и ближе подбирается к нам Новый год. Поэтому сегодня мы отправляемся в магазин, чтобы купить самые элитные продукты, из которых и приготовим самый дорогой новогодний стол. Поехали! В сухой камере висят отрубы мраморной говядины. Нам отрезали 2-килограммовый кусок. К мясу возьмем соус Джек Дэниелс. Берем самые дорогие креветки Карабинера. 4 креветки стоят 700 гривен или 1800 рублей. Также возьмем 3 лобстера. Тигровые креветки. Фуагра. Из дорогих напитков мы выбрали вино. Еще мы удивились тому, что здесь есть специальный автомат, который буквально за 7 минут охлаждает полностью вино. Готово. Также берем апельсины, ананас, клубнику, виноград, картошку, салат рамен, грейпфрут, дорогущий майонез, масло, какая-то элитная горчица с травами, сыр фета, маскарпоне, сухой белый трюфель. Вот эта маленькая баночка стоит 2000 гривен, в рублях это 5000. Слоеное тесто. И какой же Новый год без икры? Мы взяли черную, болгарский перец, авокадо, помидорки черри, огурец, кинза и отправляемся на кассу. Ваши ставки, во сколько нам все это обошлось? В 12 тысяч гривен. В рублях это 31 тысяча. Но еще в другом магазине мы докупили свежих трюфелей. Нам собрали все продукты и мы отправляемся домой. Но перед тем как начать готовить, сыграем пару боев в War Thunder. Кстати, там вышло такое обновление, что просто отвал башки. Тут теперь графика нового поколения. Реалистичные облака, улучшенные взрывы, рейтрейсинг. Таких крутых эффектов в бою вы еще не видели. А еще к танкам, самолетам и вертолетам присоединились дредноуты. За что мне нравится War Thunder, так это за огромный выбор техники. За разные нации, можно играть по всему миру, и то, что в одном бою доступны разные виды техники. Прокачай танки от классических Т-34 и до современных Т-90. Улучшай их дополнительным оружием и обучай экипаж. И да, теперь игра доступна на PlayStation 5 и новых Xbox. А скачать War Thunder можно бесплатно по ссылке в описании. И еще получить крутых бонусов для легких побед в начале игры. Начинаем готовить с волованов. Для этого берем слоеное тесто. Раскрываем его и с помощью формы выдавливаем кружки. У нас получилось 36 кругляшков из теста. Разделяем их на две части. В одной из половин делаем отверстие вилкой, а у других выдавливаем середину с помощью маленькой рюмки. Получаются вот такие кольца. Из 2 яиц добываем желтки. Перемешиваем их кисточкой и смазываем цельные кругляки желтком. А сверху приклеиваем вот эти кольца. Их тоже смазываем. Все, отправляем в духовку. Спустя минут 20 получаем вот такие волованы. Это как бы тарталетки, только не из песочного теста, а из слоеного. Перекладываем их на поднос. Открываем сыр маскарпоне и наполняем им наши волованы. Теперь берем черную икру, открываем ее, набираем икринки и переносим на сырную шапку. Все, волованы с черной икрой готовы. Следующее, что мы приготовим, так это лобстеров. Правда, они еще заморожены, поэтому скидываем их в миску. Также открываем креветки и скидываем половину в ту же миску. Ну и заливаем их горячей водой, чтобы быстро разморозить. Достаем лобстеров, отрываем их клешни и вот эти маленькие фаланги. Когда у лобстеров осталась только голова и хвост, разрезаем их вдоль напополам. Внутри видим мясо и траву, которой питался лобстер. Ее убираем. Кстати, в одном из лобстеров была икра. Мы ее попробовали, и это очень вкусно. Итак, лобстеры очищены.
Теперь нужно добыть мясо из всех этих клешней. Для этого разламываем фаланги, ножом раскалываем панцирь и просто достаем мясо. Все это мясо немного измельчаем ножом. И заполняем им пустые головы лобстеров. Готово. Выкладываем их на противень. Отрезаем кусочек масла и выкладываем на каждого лобстера. Ну и присыпаем сухим чесноком. Отправляем в духовку буквально минут на 10 при 180 градусах. А сейчас берем устричный соус. Переливаем его в пиалу и разбавляем водой. Смазываем мясо лобстеров прямо в духовке. Еще минутку и они готовы. Перекладываем на тарелку. И посыпаем мелко нарезанным луком. Лобстеры готовы. Следующий на очереди салат. Нам нужны тигровые креветки и дорогущие карабинера. Достаем их. Откручиваем головы. А получившиеся хвосты разрезаем ножницами вдоль. И достаем пищевод. Теперь ставим сковородку на огонь. Подливаем масло. И выкладываем креветки. Обжариваем буквально по 40 секунд с каждой стороны. И они готовы. Перекладываем пока в миску. Очищаем креветки от хитина. Смотрите, справа тигровая креветка, а слева карабинера. Она более красная и по структуре рыхлее. Отправляем их в миску побольше. Теперь нужен сладкий перец. Срезаем хвостики вдоль напополам, еще напополам и нарезаем на средние куски. Ну и скидываем в миску. Один огурец разрезаем вдоль на 2 части. Еще пополам, в поперек и тоже в миску. Теперь авокадо. Посередине обрезаем его ножом, проворачиваем, а косточку убираем ножом. Мякоть достаем столовой ложкой и нарезаем авокадо тоже на средние кусочки. В миску помидорки черри. Срываем их с веточки. И каждый разрезаем пополам. Тоже в миску. И салат рамен. Нарезаем его такими крупными квадратами. И в миску. Для заправки мелко нарезаем кинзу. Сбрасываем в пиалу. Выдавливаем лимонный сок. Открываем дорогой майонез. И 5 чайных ложек в пиалу. Открываем горчицу. Добавляем чайную ложку. Вливаем йогурт без сахара. Соль, перец. И перемешиваем. Заправка готова, вливаем ее в салат. Перемешиваем. Ну и выкладываем на тарелку. Готово. Для гарнира нужна картошка. Достаем ее. С помощью овощечистки снимаем кожуру. И готово. Нарезаем картошку средними кусками. И отправляем в миску. Заливаем водой. И ставим на огонь. Минут через 40 она сварилась. Мы слили всю воду. И начинаем ее мять. На кубики нарезаем пол пачки масла. Отправляем к картошке. И продолжаем мять. Ну и добавляем сливки. Получается супер пышная и вкуснейшая пюрешка. Но сейчас она не очень дорогая. Поэтому открываем трюфели. И натираем на мелкой терке.
Я натер 2 гриба. Подсаливаем. И перемешиваем. Выкладываем пюре в вот такую миску. Разравниваем его ложкой. У нас получилось 2 вот таких больших порции. Сверху посыпаем зеленым луком. Овощечисткой нарезаем трюфель на пластинке. И выкладываем их сверху. Супер дорогое пюре готово. Теперь приготовим салат с фуагрой. Нарезаем фуагру на куски. А на этих кусочках делаем насечки. Солим их и перчим. Отправляем на горячую сковородку. Спустя минуту переворачиваем. Из фуагры вытекает просто немерено жира. Еще минута и снимаем. Теперь нужен апельсин. Срезаем с него кожуру. И вырезаем мякоть между перепонками. Получаются вот такие идеальные кусочки. Сбрасываем кусочки апельсина в миску. Срываем виноград с грозди. И каждую ягодку напополам. Тоже в миску. Нарезаем салат рамен. Его к фруктам. Для заправки выдавливаем чайную ложку горчицы. Также апельсиновый сок. Соевый соус. И оливковое масло. Вливаем эту заправку. Перемешиваем. И выкладываем салат на тарелку. Уже красиво, но это еще не все. Нам нужен сыр фета. Нарезаем его на кубики. И красиво выкладываем. Дальше выкладываем кусочки фуагры. И наконец то, что стоит даже дороже черной икры. Сушеный белый трюфель. Выкладываем пару пластинок посередине. Получается очень красивый салат. Теперь нужно 4 грейпфрута и кучу апельсинов. Из всего этого мы сделаем свежевыжатый сок. Берем миску, ставим сверху сито. Разрезаем апельсин пополам. И максимально выдавливаем из него весь сок прямо руками. С грейпфрутом все то же самое. Сок готов. Поднимаем сито. Посмотрите, сколько мякоти оно задержало. Берем 2 бутылки. Ставим в воронку и наполняем их соком. Закручиваем крышки. Наконец-то переходим к основному блюду, к мясу. Сначала нужно отделить вот этот кусочек. Надрываем его руками. А затем срезаем ножом. Готово. Дальше убираем мясо между ребер. И ножом зачищаем косточки. Получается вот такой более аккуратный кусочек. Но это еще не все. Нужна бечевка. Обвязываем ей мясо между ребер. Получается просто идеальный кусок мяса. Хорошенько солим и перчим его с 2 сторон. Поливаем оливковым маслом. Сверху немного горчицы. И размазываем. Все, отправляем наше мясо на противень и в духовку. При 200 градусах на 1,5 часа. А пока оно будет запекаться, мы сделаем кое-что сладкое. И в этом году у нас будет шоколадный фонтан. Конечно же, нам нужно много шоколада. Бьем его об стол. Открываем упаковку. И высыпаем в миску уже раскрошенный шоколад. Полную миску шоколада отправляем растапливаться на паровую баню. Спустя минут 10 он стал жидким, но все еще очень вязкий. Поэтому, чтобы он хорошо стекал по фонтану, вливаем 1/4 от объема шоколада масла. И перемешиваем. Не удивляйтесь, для шоколадного фонтана так делают всегда. Включаем подогрев фонтана. Снимаем шоколад с паровой бани и вливаем на нижнее блюдце фонтана. Остается только включить мотор. И фонтан заработает.
Фрукты, которые мы будем обмакивать, это клубника и ананас. Клубнику просто пересыпаем в пиалку, а ананасовые кольца разрезаем на 4 части. И тоже в пиалку. Мясо тоже уже на подходе, поэтому берем соус Jack Daniels и смазываем мясо. Получается очень красивая корочка. Давайте уже будем накрывать новогодний стол. По-моему, получается очень богатый новогодний стол. Ну что, давайте все это попробуем. На шпажку накалываем клубнику и окунаем в горячий шоколад. Пробуем. Очень сладко и вкусно. А ананас еще вкуснее. Валаваны с черной икрой. Идеально, очень мягкое тесто и сыр маскарпоне не перебивает вкус икры. Запеченный лобстер. Очень мягкий, со вкусом устричного соуса. Пюрешка с трюфелем. Она очень насыщенная, потому что вместо молока мы использовали сливки и послевкусие трюфеля, которое не похоже ни на что. Такой вкус имеет только трюфель. Салат с фуагрой. Идеальное сочетание фуагры, салата, фруктов и сыра феты. А салат с креветками мне понравился еще сильнее. Заправка в нем очень насыщенная. Наверное, благодаря вот этой хитрой горчице. И давайте наконец-то перейдем к королю стола. Кусок мраморной говядины. Внутри мясо слегка розоватое и очень сочное. Оно легко кусается зубами. Также мы открыли и налили вино. Мама сказала, что по вкусу чувствуется, что оно дорогое. Но свежевыжатый сок просто на 3 головы выше, чем покупной. До Нового года осталось не так уж и много. Поэтому, если вы в кратчайшие сроки наберете 300 тысяч лайков, то мы сделаем самый бюджетный новогодний стол. Кстати, те, кто хотят поиграть со мной в War Thunder, то залетайте. Я там частенько бываю. Ссылка на игру в описании. Также подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока! No, he wouldn't